Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о своем проекте, самодельном аналоге трансивера Elinchrom EL Skyport Transceiver RX для вспышек серии RX, таких как Ranger RX, Digital RX и других. Оригинальный трансивер снят с производства и его сложно найти в продаже, особенно если их нужно несколько. Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы собрать свой собственный трансивер для управления вспышками Elinchrom, то это видео для вас. Давайте начнем с самого устройства. Схема и печатная плата разработана в среде EagleCAD 7 версии. В описании будет ссылка на проект. Там же есть готовые Gerber файлы для отправки их на производство. Я заказывал печатные платы на AliExpress. Стоимость 10 штук обошлась около $15. Минимальный заказ обычно от 5 штук, но разница в цене между 5 и 10 штуками несущественная. В основе устройства лежит Arduino Uno с контроллером Atmega 328P, но это не обычный Arduino. Здесь оставлена минимальная обвязка, чтобы устройство было компактным и удобным в использовании. Контроллер я программирую на плате Arduino Uno, а затем переставляю в свое устройство. Также есть скомпилированный hex файл, который можно прошить через ESP интерфейс. Для связи с накамерным трансмиттером я использовал радиомодуль NRF24L01+. Это достаточно популярный, доступный и очень дешевый модуль. И как приемник большинство работают просто отлично. Кроме того, для связи со вспышками применялся Shield RS485 для Arduino. Если интересны подробности протоколов связи, вы можете почитать об этом в ветке форума impulsesite.ru. Ссылку я оставлю в описании. Теперь давайте поговорим о функционале. Наш самодельный трансивер может принимать команды от накамерного трансивера и выполнять следующие действия. Запуск вспышки, увеличение мощности вспышки, уменьшение мощности вспышки, включение пилотного света, выключение пилотного света. Переключение режимов Speed и стандарт, канала и группы происходит с помощью тумблеров. Режимы нельзя сменить во время работы. Считывание режима происходит в первые секунды после включения. Хочу сразу отметить, что с USB трансмиттером и программным обеспечением для компьютеров это устройство несовместимо. Оно может только принимать команды от накамерного трансмиттера. В качестве корпуса для этого устройства я выбрал корпус для REA K4 размеры 65 на 45 на 22 мм. Заказывал на Озон. Он идеально подошел по размерам. Для подключения к вспышке используется разъем DIN 6P270 без центрального контакта. Если вы хотите собрать такое устройство сами, все доработки и инструкции я буду выкладывать в папке Google диска. Ссылку на папку вы найдете в описании под видео. А теперь давайте посмотрим, как это все работает на практике. В качестве накамерного трансмиттера я использую Elinchrom Skyport Speed. Можно запускать вспышку, увеличивать мощность вспышки, уменьшать мощность вспышки, включать пилотный свет, выключать пилотный свет. Вот и все. Как видите, собрать такой трансивер совсем не сложно, а его функционал практически не уступает заводской модели. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, и я постараюсь ответить на все. Спасибо за просмотр.